Конничева! Итак, свой весенний отпуск я решил провести не так, как обычно. В этот раз вместо безлюдных природных мест несколько крупных городов, толпы людей вокруг и перемещения на поездах. План поездки был следующий. В первый же день после прилета побродить по Токио, но вечером перебраться в Осаку. В Осаке провести 2 дня, в один из которых съездить на несколько часов в Химедзи. На 4-й день с утра перебраться в Киото, где также провести 2 дня. На 6-й день уехать к озеру Яманакако, рядом с горой Фудзи, причем по пути поиграть в гольф. Ну и на 7-й день с утра перебраться в Токио и провести день там. В Токио я прилетел 28 апреля утром и сразу же купил проездной JR Pass. Он дает возможность безлимитных поездок на поездах Japan Rail по всей Японии. Но до центра Токио из аэропорта быстрее и удобнее всего добираться поездами Кенсей, хотя на них JR Pass не работает. До центра я немного не доехал, вышел около башни Sky 3. Это самая высокая телебашня в мире и 3-е по высоте сооружение в мире, 634 метра. И там есть 2 смотровые площадки на высотах 350 и 450 метров. Правда, пришлось отстоять очередь, чтобы туда попасть. С этим в Японии, кажется, придется смириться. Виды – бескрайние каменные джунгли, вид сверху. Реально. Токио отсюда – это просто гигантский мегаполис, без каких-либо особо выдающихся акцентов. Где-то вдалеке видны очертания небоскребов делового центра. И еще заприметил недалеко от башни на другом берегу реки несколько классических японских крыш. Это как раз был район храма Сенсодзи, куда я планировал заскочить перед отъездом в Осаку. К храму Сенсодзи идти было минут 30, и это была первая настоящая прогулка по Токио. И вот что бросилось в глаза. Чистота на улицах и куча квадратных миникаров. Японский автопарк оказался довольно специфичным. Еще удивило качество городских дорог. Они прям в полном порядке, как в Москве. Прогулялся в итоге без остановок до восточного прохода к храму Сенсодзи и просто охренел от толпы внутри. Причем тут явно был какой-то праздник у школьников. Их были просто толпы, похоже, прямо классами. И еще обратил внимание, что очень часто школьники, хотя по правде говоря школьницы, были не в школьной форме, а в классических японских кимоно, иногда с мамами. И выглядело это очень колоритно. Вообще храм Сенсодзи – это буддийский храм, самый старый и самый известный на территории Токио. Ему уже почти 1400 лет. Вот только первоначальный храм был разрушен при бомбардировке во время Второй мировой войны. Потом он был восстановлен на пожертвования верующих со всей Японии. Так что этот храм – символ мира и возрождения Токио. Комплекс состоит из нескольких построек, и везде было полно людей. А между воротами Хосомон и главным храмом Хондо стоял чан, в который народ кидал и сжигал бумажки. Похоже очень на традицию загадывания желаний. В общем, побродил по территории храма, пофотографировал интересные ракурсы, но пообедать тоже надо было. Вышел с территории храма на какую-то улочку, полную небольших уличных ресторанов. Там и пообедал. Кстати, обед, горячая плюс кола, обошелся всего в 1200 йен, это около 700 рублей. Поезд до Осаки был забронирован на 17:03, и до отправления оставалось еще 1,5 часа. Так что я решил пройтись до станции Токио-Сити пешком, благо идти было ровно час. Пока шел, предположение о чистоте улиц и автокубиках только подтвердилось. Причем есть один интересный момент. Урн на улицах почти нет. Вот реально, полчаса нес пустую банку и обертку из-под мороженого. Не было куда выкинуть вообще. Но при этом на улице не заметил ни одной бумажки. Привет Нью-Йорку. Внешний вид шинкансенов, скоростных поездов в Японии, прямо кричит о скорости. Внутри все почти как в наших сапсанах, только места для ног явно больше. А вот по средней скорости они меня не впечатлили. Субъективно шли не намного быстрее, чем сапсаны. Просто остановок многовато. В общем, до Осаки ехал почти 3 часа. А завтра будет целый день на прогулке по этому городу.